В сегодняшнем видео мы поговорим о технологиях производства ржаного хлеба, о том, какие варианты производства бывают и какие особенности этих вариантов производства. Самой простой схемой производства ржаного хлеба является прямая схема производства хлеба, то есть одностадийный способ. Когда мы соединяем просто все ингредиенты, это мука, вода, соль и другие ингредиенты, и замешиваем тесто. И получаем на выходе результат. После этого разделываем это тесто, растаиваем и уже выпекаем. Это самый простой и понятный способ производства ржаного хлеба. Но для того, чтобы получить вкус ржаного хлеба, нам необходимо применять более сложные технологии производства. И вот этот простой способ может стать более сложным в самом примитивном варианте. Это когда мы замешанное тесто поместим в холодильную камеру на длительную холодную ферментацию. После ферментации мы разделываем тесто на заготовки, растаиваем и выпекаем. И получаем результат. Вот это будет два самых простых способа производства ржаного хлеба. Все другие способы будут существенно более сложными. Как правило, ржаные сорта хлеба бывают существенно более сложными в производстве, чем пшеничные сорта. Потому что у ржаного хлеба вкус, в отличие от пшеничного, совершенно другой. Само тесто ржаное, так как в ржи нет глютена, соответственно, ржаное тесто обладает другой структурой и другими характеристиками. И вот эти характеристики существенно отличаются от характеристик пшеничных сортов хлеба. Поэтому в привычном виде формовки, как у пшеничных сортов хлеба, у ржаных сортов хлеба нет. Как правило, в большей степени ржаные сорта хлеба выпекаются в формах. Конечно, есть и вариант выпекать, например, в круглых буханках, но все равно за счет того, что структура самого ржаного теста другая, мы получаем не такой опрятный внешний вид и не такие буханки, как если бы мы выпекали пшеничные сорта хлеба. Поэтому, как правило, ржаные сорта хлеба, как я и сказал, выпекаются в формах. Более сложные форматы производства ржаных сортов, это будет уже формат производства с закваской. Вот тут тоже важно понимать, что с закваской мы можем производить как простой способ, когда мы вырастили отдельно закваску, потом взяли ее, замесили тесто и уже получили результат после расстойки и выпечки. Также мы можем вот это тесто ржаное с закваской помещать непосредственно в холодильник и точно так же делать длительную холодную ферментацию. Способы производства вроде бы похожи, но результат будет совершенно разный. Из предыдущего ролика про ржаные сорта хлеба мы помним, что для ржаных сортов хлеба важна кислотность. Поэтому применение закваски, как правило, в ржаных сортах хлеба во многих необходимо. И вот производство ржаной закваски может быть разного формата. Первый и самый простой способ, который будет наиболее устойчив, он будет более понятным, он дает понятные результаты, это ржаная закваска, которая готовится на хмелевом отваре. Я не раз про нее уже рассказывал в предыдущих видеороликах. Этот формат закваски, в котором преобладает дрожжевое брожение. Это дрожжевое брожение помогает получать более стабильную закваску и более стабильное разрыхление. И такая закваска, что для ржаных сортов хлеба, которую мы сейчас рассматриваем, что для пшеничных сортов хлеба, может выполнять даже роль замены прессованных дрожжей. В некоторых предприятиях, которые я открывал, мы ставили формат производства, например, хмелевой закваски, когда мы не используем длительную холодную ферментацию, мы просто замешиваем тесто с закваской, оставляем его в условиях цеха, и после этого уже хлеб растаивается в течение ночи, например. Утром пекаря приходят и уже ставят его в печь и выпекают. То есть понятно, что процесс все равно более длительный, но
он позволяет практически полностью в некоторых вариантах технологии отказаться от прессованных дрожжей. Но ржаной хлеб все-таки должен обладать хоть не яркой или яркой, но кислинкой. Поэтому все-таки хмелевая закваска, она не дает такой яркой кислоты. Поэтому применение ее для ржаных сортов хлеба дает стабильность. Но вкусовые характеристики, конечно же, отличаются от закваски, которую бы мы, например, приготовили на молочно-кислых бактериях. И вот здесь уже вступает второй вид закваски. Это закваска, кисломолочная закваска, которая производится на чистых культурах молочно-кислых бактерий. Эти чистые культуры молочно-кислых бактерий, как правило, используются, и их формат производства это порошок. Вы их активируете и дальше в условиях самой питательной среды, то есть муки и воды, смешиваете, добавляете их и постепенно выращиваете эту закваску. Способы выращивания этой закваски, например, для такого распространенного сорта ржаного хлеба, но он все-таки ржано-пшеничный, это не чисто ржаной хлеб, это дарницкий хлеб. Он использует именно кисломолочную закваску, которая производится простым способом, когда мы заквашиваем закваску в специализированных условиях. После этого большую часть этой закваски мы отбираем и используем для замеса, а часть этой закваски оставляем для восстановления. И постоянно поддерживаем тем самым количество закваски, нужное для того, чтобы получить всегда одинаковый результат и всегда одинаковый вкус хлеба. Если говорить о стопроцентных ржаных сортах хлеба, то на самом деле в нашем хлебопечении они не так, чтобы и распространены, потому что все равно, даже, например, бородинский хлеб, он содержит пшеничную муку. Дарницкий хлеб в том числе содержит пшеничную муку. Стопроцентные ржаные сорта хлеба встречаются на самом деле достаточно редко. Все равно это будет некоторая комбинация двух сортов муки. Понятно, что преобладание будет ржаной, и иногда это больше 80%. Но для того, чтобы обработка ржаных сортов, точнее уже по сути ржано-пшеничных сортов, но ржаной сорт это больше характеристика преобладания ржаной муки, чтобы их обработка была более легкой, потому что пшеничная мука, собственно, самому тесту придает большую эластичность, его легче обрабатывать механизированным способом, да и ручным способом объективно тоже будет обрабатывать легче. Поэтому все-таки вот эти сорта хлеба более распространенные, например, есть такой еще сорт белорусский, все-таки это больше ржано-пшеничные сорта. Понятно, с преобладанием ржаной муки, но пшеничная мука в них тоже содержится. В большей степени, конечно, мы говорим о таких форматах ржаного хлеба. Потому что стопроцентный ржаной хлеб, как я и сказал ранее, встречается достаточно редко. В основном это в пекарнях полного цикла, где мы это можем сделать, эти сорта хлеба, руками. А в ручном способе, конечно, мы можем поделить любое тесто. Это будет сложно, но мы сможем это сделать. И вот применение заквасок для ржаных или ржано-пшеничных сортов хлеба, это, конечно, обязательное условие, потому что именно они и формируют вкус самого хлеба. Дальше в ржаных и ржано-пшеничных сортах точно так же есть другие полуфабрикаты. И одним из таких полуфабрикатов будет заварка. Заварка выполняет вкусовую роль, скажем так. Она влияет на вкус хлеба, влияет на то, чтобы дрожжи, которые и бактерии, которые присутствуют в самом тесте, получали лучшее питание и более простое питание. Когда мы завариваем при температуре выше 80 градусов Цельсия муку и другие компоненты крахмалосодержащие, это, например, будет мука, ржаная или пшеничная. Это, например, у нас будут картофельные хлопья. Это может быть крахмал. Это может быть рисовая мука. Это будет и во многих сортах встречается ферментированный солод, неферментированный солод, пшеничный, например, солод, ржаной солод. Да? Разные форматы солода, которые тоже содержат большое количество сахара. И когда мы завариваем температурой, собственно, эти ингредиенты, мы получаем, что крахмал распадается на более простые сахара, то есть под воздействием температуры и времени. Заварка это такой полуфабрикат, который должен полностью остыть там в течение 2-3 часов. И тогда мы получаем вот это
простое питание для наших дрожжей и молочно-кислых бактерий. Ну, помимо этого, заварка еще выполняет и вкусоароматическую функцию. То есть в заварку мы можем добавлять, например, различные специи и различные компоненты вкусоароматические, которые будут за счет температуры отдавать свой вкус, и мы получим лучшее раскрытие вкуса. Помимо этого, что мы вот, допустим, используем заварку и закваску, мы можем, например, эту заварку заквашивать. То есть, когда мы берем небольшое количество закваски, помещаем ее в заварку и с течением какого-то времени до определенной кислотности мы ее доводим и получаем результат на выходе, такой полуфабрикат, как заквашенная заварка. И вот эта заквашенная заварка, она тоже как бы является таким, по сути, питанием и вкусоароматическим компонентом. Помимо этого, в многостадийных способах производства ржаного хлеба встречается еще одна стадия. И эта стадия может быть опарой. Когда мы, например, взяли закваску, взяли заварку, потом взяли муку и воду, замесили это все, закваску, заварку, муку, воду, добавили, может быть, небольшое количество дрожжей и подождали 2, 3, 4 часа. И вот это будет опара. Эта опара, собственно, функциональная, помогает активироваться, в том числе закваски, достаточно интенсивно, потому что у закваски там уже есть питание, у закваски уже там будет время для того, чтобы активироваться, и, соответственно, опара выполняет вот эту функцию. И в некоторых сортах ржаных и ржано-пшеничных сортов хлеба применяется вот этот полуфабрикат. Понятно, что все эти технологии могут быть использованы и в контексте длительного холодного брожения, но здесь уже зависит от того, какую технологию вы хотите применять. Резюмируя все то, что я сказал ранее, мы имеем достаточно большой спектр вариаций приготовления ржаных и ржано-пшеничных сортов хлеба. Давайте повторим и закрепим. Первое. Это простой одностадийный способ производства ржаного и ржано-пшеничного хлеба. Второе. Это может быть многостадийный способ, когда мы используем закваску. Третье. Это когда используется и закваска, и заварка, и уже потом месим тесто. Четвертый вариант производства, когда используется закваска, заварка и может использоваться опара. Пятый такой обособленный способ производства — это заквашенная заварка, когда у нас заварки много и туда помещается часть закваски. И мы, соответственно, заварку нашу заквашиваем и потом используем уже в способе производства. И вот все эти варианты точно так же могут быть помещены в длительную холодную ферментацию. И с учетом вот этого всей палитры вариантов производства мы получаем достаточно большое количество инструментов, которые мы можем применять для ржаных сортов хлеба. Я хочу, чтобы вы расценивали производство хлеба и хлебобулочных изделий в контексте такого конструктора, когда у вас есть разные полуфабрикаты, и вы их можете применять для разных изделий. Когда вы в таком формате подойдете к хлебопечению, вам будет проще понимать сам процесс и будет проще понимать и применять те или иные полуфабрикаты. Конечно, много там вопросов в комментариях было, в том числе, какие дозировки, какие рецептуры и какой вообще способ производства там применять для некоторых изделий. Я здесь скажу так, что хлебопечение — это все-таки, опять же, повторюсь, конструктор. И вы можете разные полуфабрикаты применять для тех или иных изделий. Понятно, что нужно соблюдать дозировки, процент дозировки, но все равно нужно применять и экспериментировать. Потому что вот какие-то рамки, например, определенного сорта, здесь, конечно, да, здесь уже есть четкие рамки, когда вот дарницкий, он вот такой, бородинский хлеб, это вот четко вот такой, там, батон нарезной или там какой-то пшеничный хлеб на закваске, он должен быть вот таким. Но когда вы это делаете в рамках небольшой пекарни, и хорошо, что вы можете выйти чуть-чуть за рамки и получить качественное, правильное изделие, технологически верное изделие и на выходе хороший, правильный хлеб при помощи экспериментов. Потому что рецептуры рецептурами, но мука у всех разная, технология производства может отличаться, закваска у всех разная, уже вкус будет разный. Без четкого лабораторного контроля вы все равно не получите один и тот же результат. Он всегда будет плюс-минус одинаковый, но все равно разный. Поэтому учитесь формировать рецептуры, которые вы будете использовать в своем производстве или
в производстве хлеба в домашних условиях именно в большей степени на эксперимент. И после этого, когда вы сделаете 2, 3, 4 проработки, вы получите результат. И этот результат будет уже конкретно ваш результат. И вы сможете этот результат как бы позиционировать как вот такой хлеб, который является, может, даже визитной карточкой вашей, например, пекарни. Поэтому говорить о том, что есть какие-то рамки, у сортов есть рамки. Но если вы простые сорта хлеба для себя или для своей пекарни, то здесь скорее рамок нет. Здесь есть по итогу изделие должно соответствовать определенным стандартам. То есть, чтобы не было такого, что у этого хлеба или у этой буханки хлеба или у этой партии хлеба был какой-то дефект, брак и так далее. А если у него все в порядке с технологическими характеристиками, то это уже будет сорт хлеба, который может быть похож на условный дарницкий, но тем не менее таковым являться не будет, потому что нужны определенные условия для получения тех или иных результатов. И даже когда вы видите рецептуры в книге, все равно они будут у вас отличаться от тех, которые указаны там. Что же касается, например, закваски, которая все-таки обладает разным вкусом в зависимости от тех бактерий, которые использованы для ее производства, здесь уже надо смотреть на свой собственный вкус. Насколько, скажем так, кислый хлеб вы готовы пробовать. Потому что у ржаного хлеба все-таки тоже есть градация вот этой кислоты. И она может быть от суперкислой до умеренно кислой. Поэтому здесь тоже поле для экспериментов и для получения совершенно разных результатов. Что же касается рецептур. Какие-то готовые рецептуры есть в боте моем в Telegram. Он и создан для того, чтобы дать базовые рецептуры, от которых вы сможете отталкиваться и уже делать свои рецептуры. Опять же повторюсь, не расценивайте хлебопечение как некую постоянную. В хлебопечении очень много параметров, которые меняются. И это в первую очередь мука, она совершенно разная. Помимо этого, условия, в которых вы это делаете, меняются. Меняется ваша закваска даже с течением времени. Поэтому не расценивайте хлебопечение как постоянный какой-то процесс. Потому что в условиях мелкопартийного производства у вас неизбежно будет разница от партии к партии. Может, несущественная, а в некоторых случаях может ее и не быть. Но тем не менее она все равно будет. Конечно, если у вас есть лабораторный контроль, то здесь разница сводится к минимуму. Ее может даже и не быть практически. Отклонение минимально. Потому что изначально ингредиенты прошли лабораторный контроль. И там, собственно, понятно, какие ингредиенты. А потом они уже, собственно, поместились в тесто. И тесто точно так же контролируется. И итоговый результат точно так же контролируется объективными средствами контроля. Не просто на глаз или там органолептически, а еще лабораторный контроль есть. Это учитывайте всегда. Во-вторых, составляйте рецептуры согласно оптимальной технологии производства. Если конкретный полуфабрикат не дает каких-то результатов для вашего сорта хлеба, вкусовых или технологических, например, продление срока годности, заварка в том числе продляет срок годности, и закваска продляет срок годности хлеба. А если их комбинация, это будет еще лучше. И такой хлеб наиболее, наверное, пригоден для того, чтобы пролежать достаточно долго, без потери качества, если он будет правильно упакован. Поэтому берите базовые рецептуры и начинайте эксперимент от неких базовых рецептур. Если говорить о каких-то стандартных сортах хлеба, которые вы можете найти, опять же, в учебниках, повторюсь, то да, там уже есть четкие рамки того, как их нужно делать и какой способ производства у них. Но опять же, если брать, например, бородинский хлеб, то я точно знаю, что если его произвести по технологии длительного холодного брожения, на мой взгляд, он получается вкусней. Мякиш у него получается такой влажный, и он сам получается с более ярким вкусом. То же самое касается и, например, дарницкого хлеба. Если длительная холодная ферментация прошла и там правильная закваска молочно-кислая, то мы получаем хороший результат. И без длительного холодного брожения мы тоже получим результат, но он будет несколько другим. Теперь более подробно поговорим о технологиях производства ржаного хлеба. Ну и
Первый, наверное, самый распространенный – это технология производства хлеба с закваской. Процесс приготовления ржаного хлеба с использованием закваски значительно отличается от процесса приготовления ржаного хлеба с дрожжами. Закваска – это, понятно, смесь муки и воды, в которой происходит ферментация, брожение за счет микроорганизмов, такие как дикие дрожжи и молочно-кислые бактерии. Этот процесс активирует естественные ферменты в муке, которые участвуют в расщеплении углеводов, а также в образовании углекислого газа, который способствует подъему теста. Активирование закваски – первый шаг в этом процессе. Для того, чтобы закваска начала свою работу, ее нужно заранее, по сути, разогреть. Обычно это занимает от 12 до 24 часов. Это время позволяет диким дрожжам и бактериям развиться и активировать ферментацию. Процесс активирования закваски заключается в регулярном кормлении ее свежей мукой и водой, что помогает поддерживать активность микроорганизмов. Важно, чтобы закваска была в оптимальных условиях для размножения бактерий и дрожжей. Температура 25-30 градусов. Правильное соотношение воды и муки. После того, как закваска активировалась, ее добавляют в тесто. Молочно-кислые бактерии в закваске начинают перерабатывать углеводы в молочную кислоту, что придает хлебу характерную кислинку и улучшает его вкусовые качества. Спиртовая же ферментация происходит за счет диких дрожжей, которые выделяют углекислый газ, способствующий подъему теста и образованию пор внутри него. Это сочетание ферментации делает ржаной хлеб более ароматным и плотным, чем хлеб, приготовленный с дрожжами. В процессе закваски происходит взаимодействие этих двух типов, что делает вкус хлеба многослойным и многогранным. Молочно-кислые бактерии также способствуют лучшему сохранению хлеба, замедляя его черствение. Преимущество использования закваски для ржаного хлеба очевидны и заключается в нескольких ключевых моментах. Во-первых, закваска придает хлебу вкус и аромат. Во-вторых, хлеб, приготовленный с закваской, обладает более насыщенным глубоким вкусом, который имеет легкую кислинку и более сложную структуру. Закваска также улучшает текстуру самого хлеба, делая его более пористым и более влажным. Это важно для ржаных сортов, которые обычно плотные и достаточно тяжелые. Закваска способствует лучшему сохранению хлеба, так как она помогает контролировать уровень влаги в тесте и замедляет процессы окисления. Теперь поговорим о технологии ржаного хлеба с опарой. Во многих видео я говорил уже, что такое опара, но в контексте ржаного хлеба про опару мы речь, как правило, не вели. Опара – это предварительно приготовленная смесь воды, муки и дрожжей или закваски, которая используется в процессе производства хлеба для улучшения текстуры и вкуса конечного продукта. В отличие от прямого замеса, при котором все ингредиенты смешиваются сразу, технология с опарой включает в себя два этапа. Сначала готовится опара, которая ферментируется в течение нескольких часов, обычно это 2-6 часов, а затем добавляется она в основное тесто. Этот этап важен для достижения лучших характеристик ржаного хлеба, таких как более насыщенный вкус, улучшенная пористость и более мягкая текстура. Роль опары в производстве ржаного хлеба заключается в том, что она помогает, по сути, активировать процесс ферментации на начальной стадии. В процессе ее созревания дрожжи начинают активироваться и выделяют углекислый газ, что способствует подъему теста и образованию пористой структуры. Важно, что опара позволяет значительно улучшить вкус хлеба, создавая более глубокий многослойный аромат. Для ржаного хлеба опара особенно важна, так как ржаная мука требует более тщательной ферментации для того, чтобы тесто обрело нужную структуру и объем. Опара помогает достичь этого за счет более длительной ферментации, что также способствует лучшему развитию аромата. Процесс подготовки опары включает в себя простые стадии. Это смешивание части муки и воды с дрожжами или с закваской. И оставляется эта смесь для ферментации, как правило, на 2 или 6 часов. Кроме того, опара улучшает хранение хлеба. Хлеб, приготовленный по опарному способу, как правило, хранится дольше. Если там еще была и закваска, то, соответственно, еще дольше может храниться. Но если вы хотите получить лучший результат, то используйте этот способ. Есть еще вариант технологии производства хлеба с заваркой. Как я и говорил, про заварки я делал отдельное видео. Поэтому заварки бывают тоже разного формата. Они бывают горячего формата, бывает холодная заварка, а бывает, например, заквашенная заварка.
Это, наверное, три основных таких разновидности заварки, которые можно использовать для производства ржаного хлеба. Ну, горячая заварка подразумевает заваривание всех сухих ингредиентов температурой 85-90 градусов жидкости, обычно это вода. И холодная заварка подразумевает приготовление ее при температуре 40-50 градусов. Точно так же завариваются они водой. В условиях производства используется специальное технологическое оборудование, которое заварку заваривает автоматически и перемешивает ее постоянно до остывания. И если мы хотим заквасить нашу заварку, то на температурных режимах 32-35 градусов по Цельсию мы можем добавить в нее молочнокислые бактерии или закваску. И через время наша заварка заквасится и получится заквашенная заварка. Использование заварки в ржаном хлебе дает множество преимуществ. Первое и наиболее заметное — это повышение влажности хлеба. Заварка делает тесто более увлажненным, что позволяет хлебу оставаться мягким и свежим дольше, чем если бы мы эту заварку не использовали. Понятно, что заварка продляет срок годности, заварка снижает кислотность, улучшает текстуру и структуру хлеба и увлажняет мякиш. Можно комбинировать эти два варианта технологии с приготовления с опарой и заваркой. Это более сложные сорта. Иногда, как я и говорил ранее, используется закваска, заварка и опара. Это еще более сложный способ производства. И здесь все зависит от того, какой результат мы хотим получить и, соответственно, какой сорт хлеба мы делаем. Закваску для ржаного хлеба нужно активировать, но если вы используете простой способ производства закваски, например, вы всегда ведете достаточно большое количество и держите саму закваску в условиях цеха, то по сути у вас закваска всегда в рабочем состоянии. То есть вы отбираете часть закваски, добавляете в нее питание и всегда поддерживаете нужный уровень этой закваски. И, как правило, за определенный промежуток времени, если вы обновляете закваску всегда в одно и то же время, вы за сутки можете получить стабильный одинаковый результат и использовать эту закваску сразу для замесов. Можете делать как угодно. Можете использовать, например, материнскую закваску. Но материнская закваска потребует сначала активации ее. То есть вы возьмете часть, активируете ее от 12 до 24 часов, размножите до рабочего объема. И только потом вы будете ее использовать уже непосредственно для производства. Замес ржаного хлеба происходит достаточно просто. Все ингредиенты смешиваются до полного перемешивания. И уже мы получаем готовое ржаное тесто. Здесь нет таких нюансов, как в пшеничном тесте, замес до полного образования клейковины. Понятно, что важно еще соблюдать температурные режимы, то есть в замесе важно, чтобы вы замесили и температура теста была определенной. Как мы говорили ранее, это 26 градусов по Цельсию. И после этого, собственно, тесто можно использовать для дальнейшего технологического процесса. Что касается выпекания ржаных сортов, то да, выпекание ржаных сортов происходит существенно дольше, особенно 100% ржаных сортов. Как правило, буханки этих сортов достаточно тяжелые, то есть это хлеб от 500 грамм и выше. Поэтому после полного выпекания этот хлеб еще остывает, и остывает он достаточно долго. То есть в зависимости от объема самой тестовой заготовки он может остывать от 4 часов, это минимум самый. Но, как правило, это 8, 10, 12 и больше часов. То есть полное остывание. Потом формируется окончательно мякиш ржаного хлеба. И уже, получается, на следующий день мы можем его продавать. Как правило, ржаные сорта хлеба в цикле работы пекарни выпекаются вечером, а утром их уже можно продавать. Сразу ржаной хлеб в горячем виде продавать нельзя. Никакой нельзя, но ржаной однозначно и прям совсем нельзя, потому что он на внешний вид и когда его разряжаешь, он как будто бы сырой. На сегодня у меня все. Ставьте лайки, задавайте вопросы в комментариях. До свидания.